Ребят, всем привет! В этом уроке мы с вами поговорим о видах тестирования. Также в конце этого урока я приложу видео, и в описании я приложу ссылку на другое видео, в котором я буду рассказывать о типах, видах, методах, уровнях, стратегиях тестирования. Это важная тема, ее наверняка вас спросят на собеседовании. Таким образом, вы посмотрите этот урок, посмотрите то видео, и вы будете все знать о видах, методах, типах, уровнях, стратегиях тестирования. Поехали! Приветствую вас, коллеги, и на этом уроке мы с вами поговорим о такой важной теме, как виды тестирования. На самом деле это весьма популярный вопрос на собеседовании. Здесь от вас хотят услышать прежде всего, чем отличается функциональное тестирование от нефункционального тестирования. И по сути есть два вида тестирования. Это функциональное тестирование и нефункциональное тестирование. Функциональное тестирование – это по сути только тестирование функций, только функциональное тестирование. То есть никаких подвидов по большому счету здесь нет. А нефункциональное тестирование разделяют на подвиды, такие как тестирование пользовательского интерфейса, кросс-браузерное тестирование, конфигурационное тестирование и так далее. О них мы как раз и поговорим на этом уроке. То есть, если вас спросят на собеседовании, сколько всего видов тестирования, то смело говорите, что их всего два. Это функциональное и нефункциональное тестирование. А если вас спросят, а как же нагрузочное тестирование, тестирование дизайна и так далее, смело говорите, что это все относится к нефункциональному тестированию, и это все подвиды нефункционального тестирования. Вернемся к функциональному тестированию. Функциональное тестирование – это такой вид тестирования, при котором мы проверяем, что функциональная система работает, соответствует требованиям. И это та работа, которую вы будете делать большую часть времени. То есть вы большую часть времени, по сути, будете заниматься функциональным тестированием, проверять работу функций. А теперь давайте рассмотрим подробнее нефункциональное тестирование и его подвиды. И первый вид или подвид нефункционального тестирования – это тестирование UI, тестирование пользовательского интерфейса. Здесь мы проверяем размеры шрифтов, размеры кнопок, различные наложения, что все сверстано по сетке, что ничего не разъезжается. Здесь я привел пример. Помните, мы на мастер-классе с вами тестировали страницу CRM и находили различные баги. И здесь как раз я привел пример багов верстки, именно багов, связанных с тестированием UI, тестированием пользовательского интерфейса. Видите цифру 1? Первый баг у нас связан с тем, что у нас едет верстка, где, видите, вот это белое пространство, его быть не должно. Вот эти вот пункты, произвольный период, все channel, соответственно, и так далее, они должны быть смещены влево, то есть выровнены по левому краю. Следующий пункт. Мы видим, что здесь нет иконки. Везде она есть, а здесь нет. Далее баг номер 3. То, что у нас стрелочка повернута вверх, а должна, по сути, повернута вниз, так как, очевидно, что когда мы по этой стрелочке нажимаем, у нас должен раскрыться какой-то выпадающий список. Это тоже можно сказать, что баг пользовательского интерфейса. Баг номер 4. Мы видим тоже, что у нас едет иконка статуса без сделки. Она едет вправо по сравнению со всеми остальными статусами. То есть она должна быть выровнена по левому краю относительно других статусов. Это тоже баг верстки, баг пользовательского интерфейса. Данный статус сверстан не по сетке. Далее у нас идет такие подвиды тестирования, как тестирование производительности или нагрузочное тестирование и тестирование надежности. Давайте рассмотрим тестирование производительности. Вся суть нагрузочного тестирования – это определить, как система будет работать под нагрузкой, как система будет работать при большом количестве запросов, как система будет работать, когда, к примеру, большое количество пользователей находится онлайн. Понятно, что система может себя вести корректно при количестве 10 пользователей онлайн или 20 пользователей онлайн, но непонятно, как система будет себя вести при 100 тысячах пользователей, которые находятся онлайн, то есть находятся на сайте, который вы тестируете. Тестирование надежности, или по-другому называют тестирование стабильности, или его еще могут называть тестирование отказоустойчивости. Вы наверняка сталкивались с таким, что когда в программе происходит какая-то ошибка или непредвиденное исключение, или когда вы пользуетесь каким-то мобильным приложением, то ни с того ни с сего
сайт или мобильное приложение у вас само закрывается, происходит так называемый крэш. И это ситуация, когда в программе происходит что-то, чего мы не ожидаем. То есть программа падает. К примеру, это может быть деление на ноль. Деление ноль на компьютере — это непозволительная арифметическая ситуация. И если разработчик не предвидел эту ситуацию, то операционная система убьет процесс и программа упадет. Тестирование стабильности или отказ устойчивости — это когда система реагирует на внутренние ошибки, и как она на них реагирует. Она продолжает внутреннюю работу или она падает и больше уже ничего не может сделать. На следующем слайде я привел пример, как эта ошибка может отображаться. То есть мы видим, что у нас какая-то ошибка, полностью всю ошибку не видно, но здесь пишется, что упс, что-то пошло не так. И открыта консоль DevTools в Chrome, где виден код этой ошибки. И здесь на самом деле должна быть форма отправки сообщений обычно, но произошла такая ошибка. Хорошо это или нет? Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что такой ошибки в принципе не должно происходить. Если произошла какая-то внутренняя ошибка в системе, пользователь желательно об этом не должен знать. Он не должен знать, что произошла ошибка. Он должен также работать дальше, отправлять сообщения, получать сообщения. Это еще один пример аналогичной ошибки. Здесь ситуация, в принципе, получше. Мы видим какую-то информацию, мы видим внизу чуть-чуть закрыто, но мы видим форму отправки сообщений, видим input, что мы туда можем ввести какой-то текст, но тем не менее все равно мы видим какой-то кусочек ошибки внутренней, упс, что что-то пошло не так, и попробуйте перейти в другой раздел или перезагрузить приложение. Это уже гораздо лучше, чем прошлый экран, потому что на прошлой странице мы, по сути, ничего не могли сделать, мы увидели, упс, что-то пошло не так, и все, и ничего не можем сделать. Это уже гораздо лучше. Следующий подвид тестирования — это тестирование юзабилити или тестирование удобства использования. Это такой довольно сложный подвид тестирования, то есть он отличается от тестирования пользовательского интерфейса или тестирования UI, тестирования GUI или тестирования верстки, дизайна. Отличается тем, что здесь баги, они не очевидные. Если в тестировании верстки это баг, в принципе, очевидный, он сразу бросается в глаза, когда едет верстка, когда что-то не так с интерфейсом. А в тестировании юзабилити все-таки эти баги, они в глаза не бросаются, и здесь надо подумать, порассуждать на тему того, а удобно ли пользователю пользоваться интерфейсом. И давайте я попробую привести примеры. Опять же, помните, мы с вами тестировали на мастер-классе страницу CRM-ки, и здесь, на этой странице, мы нашли с вами улучшения. И эти улучшения, на самом деле, как раз и будут баги юзабилити, баги удобства использования. Помните, мы с вами стрелочка 1 нашли баг, что если наводить на строчку каким-то пользователем, какой-то информации о пользователе, то было бы здорово, если бы можно было этого пользователя из нашей CRM-ки удалять. И мы, соответственно, придумали такое улучшение, что при наведении на строчку с пользователем у нас появляется корзиночка, и по клику на эту корзиночку мы можем удалить этого пользователя из CRM. Следующая стрелочка, стрелочка 2. Мы с вами предложили такое удобство, по сути, нашли баг, связанный с юзабилити, с удобством использования. Он связан с тем, что когда мы делаем какие-то фильтры, видите, мы можем выбрать каналы, выбрать ответственно, выбрать какие-то напоминания, статусы. В общем, выбрать какое-то большое количество фильтров. И хорошо было бы, если бы мы могли сбросить все эти фильтры за раз, привести их к изначальному состоянию. И, собственно говоря, мы придумали, внесли такое улучшение, как кнопочка «Сбросить». То есть при кнопочке «Сбросить» у нас все фильтры сбрасываются в первоначальное состояние. Далее стрелочка 3. Помните, у нас был такой баг, что вот эти вот иконки «Добавить нового пользователя плюсик» и вот эта стрелочка вниз «Скачивание клиентов», они были поменены местами на самом деле. И мы нашли такой баг, опять же, связанный с удобством пользователя. То есть для пользователя непонятно, если бы у нас плюсик был «Скачать клиентов», а стрелочка была «Добавить нового пользователя». Представьте, если бы, скажем, это была мобильная версия, и в мобильной версии вполне вероятно надпись «Добавить нового пользователя» и «Скачать клиентов» могло бы и не быть. И были бы только эти иконочки. И эти иконочки были поменены местами. И очевидно, что пользователь, когда нажимал на иконочку плюсика, он не ожидал, что у него будет скачиваться клиент. Он ожидал, что у него будет что-то добавляться, какая-то информация. И наоборот. И это действительно бы пользователя смутило.
И как раз вот этот баг связан с удобством пользователя. И следующая стрелочка по цифре 4 – это когда мы предложили сделать поиск. Действительно, поиск очень удобен для пользователя. По поиску можно найти клиента по имени, возможно, по организации, по ответственному, по каким-то параметрам. Ну, в общем, поиск действительно очень удобен на этой странице, и его не хватало. Это опять тоже можно отнести к багу удобства использования, к багу юзабилити. Следующий подвид тестирования – это кросс-браузерное тестирование. То есть это то, как будет смотреться наш интерфейс, и не только смотреться, как будет работать наш интерфейс, то есть будут ли нажиматься все кнопки в разных браузерах. К примеру, в Chrome может быть все хорошо, в Opera может быть все хорошо, в Firefox может быть все хорошо с каким-то функционалом, то есть не едет верстка, все нажимается как надо. Но в каком-нибудь интернет-эксплорере будет все плохо. И это на самом деле очень частая проблема, как раз что в других браузерах что-то не работает. И пример. Мы видим страницу профиля пользователя, видим его в Chrome и видим, что в целом с этой страницей профиля все окей. На следующем слайде мы видим эту же страницу профиля уже в Safari. И мы видим, что в Safari едет верстка кнопок, название кнопок, добавить канал и пригласить коллегу. Следующий подвид тестирования – это конфигурационное тестирование или тестирование конфигурации. Это, по сути, проверка работоспособности программного обеспечения в условиях различных операционных систем. Как разные конфигурации, где вы запускаете программу, влияют на нее. Это тестирование проводится для того, чтобы определить, во-первых, хотя, наверное, даже больше во-вторых, чтобы определить оптимальную конфигурацию железа, чтобы понять, какой мощности должен быть компьютер для данной программы. Но, пожалуй, в первую очередь это тестирование проводится для того, чтобы проверить сайты и приложения на совместимость в различных операционных системах. Мы с вами до этого рассмотрели кросс-браузерное тестирование. Это тестирование того, как сайт работает на разных браузерах. А конфигурационное тестирование – это как бы уровень еще выше. Это тестирование, при котором мы проверяем, как сайт или программа, наверное, программа чаще всего, работают в разных операционных системах. К примеру, да, мы можем протестировать нашу программу на Windows 10, и она будет работать хорошо, а на Windows 10 она уже будет работать не очень. Или в браузере, в Chrome, на Windows, к примеру, все будет хорошо, а на Mac уже не очень. Следующий подвид тестирования – это тестирование локализации. Что сюда включают? Сюда включают все, что связано с переводами документации. Сюда включают разные ошибки, связанные с форматой даты и времени. Это тоже баг локализации. Сюда включают разные орфографические ошибки. Это тоже баг локализации. То есть это тестирование на различных языках, это тестирование различных форматов, это тестирование различных орфографических ошибок. Очень часто багов находится именно в склонении. Это как раз тоже тестирование, связано с тестированием локализации. И помимо того, мы можем тестировать на разных языках. И это тестирование локализации. Опять же, тестирование на разных языках тоже может быть разное. То есть, к примеру, мы можем тестировать на иврите и находить какое-то большое количество багов, которые мы бы не нашли, если бы тестировали там на португальском, на английском, на итальянском. Потому что тестирование на иврите – это когда мы читаем не слева направо, а справа налево текст. И тут тоже нужно уделить особое внимание именно тестированию локализации. И давайте разберем примеры, связанные с тестированием локализации. На стрелочке номер 1 мы видим, что у нас в принципе в основном все на русском, да, а channel здесь, явно интерфейс на русском, а channel здесь на английском. То есть это как раз будет связано с тестированием локализации. Стрелочка номер 2, это мы видим, что тут можно отнести это просто, наверное, к тестированию верстки, но можно отнести это и к тестированию локализации. К тестированию локализации это можно отнести каким образом? Если бы на русском языке вот этот текст у нас выглядел хорошо, а на английском или там на португальском он выглядел плохо, верстка ехала, тогда это можно отнести к тестированию локализации. Потому что на русском языке все окей, а на другом языке у нас едет верстка. Стрелочка номер 3, опять же, да, она связана с переводом, all reminders. У нас в целом здесь все на русском, явный интерфейс на русском, и все статусы, да, произвольный период, ответственно у нас на русском.
а all reminders у нас на английском. Ну, это баг. Здесь тоже должно быть все напоминания или какой-то другой перевод. Следующей стрелочкой я обозначил следующий момент. Мы видим, что у нас здесь Ольга, да, Ольга Туленкова. Казалось бы, это орфографическая ошибка, и казалось бы, это бак-локализация, но на самом деле это не бак-локализация, так как здесь, скорее всего, это пользователь зарегистрировался, то есть это, возможно, два варианта. Либо пользователя внесли неправильно, и администратор, который вводил этого пользователя, он допустил орфографическую ошибку в имени Ольга. Либо пользователь зарегистрировался в нашей CRM-ке, и сам пользователь ввел неправильное имя Ольга и допустил орфографическую ошибку, и в итоге имя отображается у нас в ответственности, да, в нашей CRM-системе. На этом слайде я привел пример, как бак-локализация именно на испанском. В действительности на этой странице на всех других языках, на русском, на английском, на итальянском, даже на турецком, все хорошо, никакого бага нет. А на испанском мы видим, что вот в этих двух местах, которые я указал стрелочками, едет верстка. Далее, следующий вид тестирования, подвид тестирования, это так называемое тестирование установки, или его еще по-другому называют инсталляционное тестирование. Вы наверняка не раз ставили что-то на свой компьютер, нажимая кнопки «Далее», «Далее», и как раз вот этот инсталлятор и тестируется. Это проверка того, что программа может установиться, что она запускается после установки, что после установки все файлы на месте. Проверка самой установки. Должна ли программа установиться, если ее прервать? Установится ли она полностью или нет? Что будет, если по новой установить эту программу и так далее. То есть все, что связано с установкой. Следующий подвид тестирования нефункционального – это тестирование безопасности. Или по-другому его называют тестирование уязвимости или тестирование на проникновение. Здесь я хотел бы сказать, что некоторые на самом деле относят этот вид тестирования к функциональному. То есть, да, функциональное тестирование, некоторые считают, что оно состоит не только, собственно говоря, из функционального тестирования, но и из тестирования безопасности. Но на самом деле я считаю, ну и, наверное, большинство других людей из мира тестирования считают, что тестирование безопасности больше относится именно к нефункциональному тестированию. И тестирование безопасности – это тестирование на предмет того, что злоумышленник может проникнуть в нашу систему, может украсть какие-то данные, может навредить пользователю. В общем, это такой хакинг. И тут я бы хотел отдельно внимание посвятить тестированию безопасности, уделить этому немного времени. Во-первых, я хотел бы сказать, что это отдельная область тестирования, крайне сложная, и чтобы хорошо тестировать безопасность, нужно обладать хорошими техническими скиллами. В данном курсе мы не будем подробно рассматривать тестирование безопасности, мы не будем посвящать отдельные уроки тестированию безопасности, точно так же мы не будем посвящать отдельные уроки тестированию производительности, да, или по-другому многозвучному тестированию и автоматизированному тестированию, так как это отдельные области тестирования, и им, в принципе, можно посвятить отдельный большой курс и даже не один. Тем не менее, мы рассмотрим такие минимальные требования, минимально, что мы можем протестировать в случае, когда мы тестируем на предмет безопасности. Здесь мы можем протестировать отображение информации в зашифрованном виде. Это пароли, CVV-карты и так далее. То есть вы наверняка при регистрации, либо при авторизации, либо при восстановлении пароля, при смене пароля и так далее в формочках видели, что пароли зашифрованы, есть звездочки. И, как правило, считается правилом хорошего тона, что у нас есть глазик, который нам позволяет скрыть пароли, которые мы вводим, и раскрыть. Когда мы его скрываем, у нас появляются звездочки. Это значит, что пароль зашифрован, он скрыт. Также можно проверить, что невозможно зайти под старым паролем после смены пароля. То есть мы можем сменить пароль, и очевидно, что под старым паролем мы зайти не должны. Также может быть такая ситуация, что, к примеру, мы авторизовались, перешли в какой-то профиль в системе, и у нас вверху в профиле видны в параметре URL какие-то ссылки. Мы можем скопировать ссылку на этот профиль, на свой, скинуть другому пользователю, допустим, своему другу, и он может открыть эту ссылку, бац, и автоматом у него откроется наш профиль. Такого, в принципе, не должно быть, но я сталкивался с таким при тестировании. Вот, это тоже связано с тестированием безопасности. Далее я бы хотел поговорить о таких вещах, как XSS, о CSRF и SQL-инъекции.
XSS– это межсайтовый скриптинг. Это когда в URL параметр, то есть то, что мы вводим в адрес браузера, или чаще всего в какую-то формочку, внедряют межсайтовый скриптинг, то есть внедряют какой-то скрипт, JavaScript-овский код, который позволяет нам что-то сделать. На следующих слайдах я продемонстрирую пример. Но суть XSS в том, что мы можем в какую-то формочку внедрить какой-то код на сайт, и далее мы можем уже развить наш вектор атаки, так называемый. Если мы могли внедрить XSS, мы уже можем попробовать при помощи этого XSS развить нашу уязвимость дальше и внедрить SQL-инъекцию. SQL-инъекция– это когда мы запросом можем вытащить какие-то данные пользователя, пароли, как вариант, логины или еще какую-то информацию. Следующий вид инъекции после XSS – это Cross-Site Request Forgery. Это межсайтовая подделка запроса. Также ее еще называют XSRF. Это такой вид уязвимости. Наверняка, кстати, вы многие с ним сталкивались, когда, к примеру, вы заходите на какой-то сайт, к интерфейсу которого вы привыкли к URL этого сайта, это может быть ВКонтакте или в Фейсбуке, и вам ни с того ни с сего посылают запрос URL, похожий на этот сайт fb.com, а он, допустим, будет выглядеть fb.com.ru, к примеру. И вы просто не увидите разницу. Вы увидите, что вам там какой-то друг, ваш знакомый, кинул URL сайта, хорошо вам знакомого, и вы будете думать, так это же Facebook. Но на самом деле это не Facebook. Но URL очень похож на, соответственно, адрес Facebook. Вы на него заходите, и там будет интерфейс, похожий на Facebook. То есть там будет все, в принципе, то же самое. Будет форма логина, пароля и так далее. И он будет фактически не отличаться от Facebook. Вы будете вводить туда данные, логин и пароль. И все, по сути. Когда вы это сделали, злоумышленник уже завладел вашим логином и паролем, и уже он может зайти на ваш реальный Facebook и поменять пароль и полностью завладеть вашим профилем. Вот что такое межсайтовая подделка заброс. И следующий вид уязвимости, о котором я уже сказал, это внедрение SQL-кода, SQL-инъекции так называемой. Это когда можно ввести какую-то SQL-инъекцию, попытаться это сделать в адресе запроса в URL, либо в какой-то форме, которую мы заполняем. И можно попытаться вытащить путем SQL-инъекции какую-то информацию о пользователях. То есть можно попытаться вытащить пароль, можно попытаться вытащить даже какую-то платежную информацию. И на следующем слайде я как раз привел пример внедрения XSS. Как правило, это такой стандартный XSS, который вообще пробуют внедрить все тестировщики. Он внедряется в какую-то форму, в любую форму. Это может быть форма отправки сообщений, форма ввода пароля, форма ввода имени, e-mail, чего угодно. В любую форму можно попробовать внедрить вот такую вот пассивную XSS. Вот так она пишется. То есть мы пишем скрипт, потом мы пишем alert. В этом алерте в скобочках мы пишем там какую-то информацию, какой-то текст, и дальше у нас скрипт со слэшом, такой завершающий тег. И следующий слайд, как это будет выглядеть, если у нас вот этот XSS пройдет. Он будет выглядеть так, то есть мы ввели вот этот алерт, нажали «Отправить», и на следующей странице у нас всплывает вот такой вот алерт, такой вот всплывающий лайер с надписью, которую мы вводили в алерте. Это значит, что XSS прошла наша. Такого, в принципе, не должно быть. То есть, если эта XSS вот так вот прошла, это значит, что мы внедрили вот этот JavaScript-код в наш сайт, и дальше мы уже можем развивать наш вектор атаки, как я уже говорил на прошлых слайдах, дальше можем пробовать внедрять какую-то SQL-инъекцию. Минимальную проверку, которую мы можем сделать при тестировании, это вводить вот такие вот алерты в разную формочку. И у нас, в принципе, по правилам ничего не должно происходить. То есть у нас не должно быть такого, что на следующей странице у нас показывается такой вот лайер. Такого быть не должно. Это ошибка. Это значит, что мы смогли внедрить нашу XSS. Следующий слайд – это слайд, посвященный SQL-инъекции. Как правило, SQL-инъекция, как я уже сказал, можно ввести тоже в любую формочку. Можно попробовать ее ввести в адрес браузера в конце какого-то запроса. И здесь часто очень SQL-инъекция как раз находится в поиске. По сути, поиск, он обращается к базе данных практически всегда. То есть вы, когда делаете какой-то поиск, что-то ищете, имя, телефон и так далее, у вас в этом случае происходит запрос в базу данных практически всегда. И как раз в эту форму поля ввода поиска вы можете попробовать ввести
какой-то, да, продолжить SQL-запрос и попробовать вытащить какую-то информацию дополнительную, которую вы бы не смогли вытащить, если бы не вводили этот SQL-запрос, а могли ввести просто какое-то слово в поиске. Итак, на этом уроке мы с вами разобрали функциональное тестирование и нефункциональное тестирование. Это два вида тестирования, а нефункциональное тестирование разделяется на подвиды тестирования, о которых мы обо всех поговорили. И здесь я хочу заметить, что тестирование безопасности, запомните это, некоторые относят к функциональному тестированию, а не к функциональному.